Новая реальность. Операция возмездия как ее очередное доказательство. Я знаю, что когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. Я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства. Эти слова президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес 9 октября 2020 года, в ходе своего очередного обращения к народу. Эти обращения, в ходе 44-дневной войны, ждали все азербайджанцы мира, вне зависимости от страны проживания. Тому, что в ходе каждого из них верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении нашей победоносной армии, об освобождении из-под армянской оккупации новых населенных пунктов. 9 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что освобождены поселок Гадрут, село Чайлы, Юхара-Гюзлек, Гаразылы, Гышлак, Гараджалы, Эфенделяр, Сулейманлы, Сур. Ни одна страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Кто не сможет повлиять на нас? Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность, заявил тогда глава нашего государства. Он сдержал свое слово. Азербайджанская армия разгромила армянских оккупантов. Флаг нашей страны развивается ныне и в священной Шуше. Премьер-министр Никол Пашинян, дабы спасти остатки своей разгромленной армии, вынужден был в ночь на 10 ноября 2020 года подписать трехстороннее заявление, пункт 4 которого гласит, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Увы, несмотря на то, что с момента подписания данного заявления прошло более 1,5 лет, Армения не сделала ничего для реализации данного пункта. Она продолжала финтить ушами, несмотря на многочисленные требования и напоминания официального Баку. Потом произошла очередная провокация с армянской стороны, в результате которой был убит солдат азербайджанской армии Кизымов Анар Рустам Аклу. Вынужден особо подчеркнуть, что эта трагедия произошла потому, что армянские вооруженные формирования, дислоцированные на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Азербайджан в ответ начал операцию возмездия, в результате которой было уничтожено и ранено немало армянских военнослужащих. И важно, в какую они были одеты форму. Важно то, что это были армянские военнослужащие, которых там просто не должно было быть. Но они там были, они стреляли по нашим позициям, они убили нашего солдата. Так что возмездие было справедливым. Эта блестящая операция привела к тому, что высоты Сарыбаба и Гырхгыз перешли под контроль Азербайджана. Кроме того, отныне и гора Буздух и окружающие высоты находятся под контролем азербайджанской армии, что в достаточной мере расширяет наши стрелковые и наблюдательные возможности в направлении Агдабанского, Сугавушанского и Сарсангского водохранилищ. Это также обеспечивает прямой выход нашей армии в направлении Муравдага. Важно также подчеркнуть не только то, что в результате операции возмездия площадь освобожденных территорий составила 164 5 квадратных километров периметром 74 5 километров. Но и то, что до 25 августа жители оккупированного Арменией в 1992 году села Забух Лачинского района должны покинуть село. После этого деоккупированный населенный пункт перейдет под контроль Азербайджана. То есть имела место очередная блестящая военно-политическая победа Азербайджана, под руководством президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Имело место очередное принуждение агрессора к миру. Совершенно уже не важно, что в итоге лепечут представители официального Еревана. Все их попытки оправдаться перед собственными согражданами, все потуги свалить свою вину на третью сторону выглядят жалко и беспомощно. Точно так же выглядит и действие разнообразных ангажированных иностранных политиков. Они сейчас требуют осуждения Азербайджана за то, что Армения игнорирует 4-й пункт подписанного ее премьер-министром Пашиняном трехстороннего заявления. Абсурд, конечно. Грош ему цена. Такова же цена и акциям протеста враг, которые устраивают армяне, десятилетия незаконно проживавшие на ранее оккупированных территориях нашей страны. Реальность совсем иная. Ее установил Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым, который в очередной раз доказал, что точно знает, что как и когда нужно делать.